Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. Начать хочу с горячей новости для любителей образцов российского оружия и снайпинга. На сайте магазина Airsoft.Rus появилась страйкбольная версия винтовки SV98 их производства. Насколько мне известно, она построена на базе винтовки L96 по архитектуре от Tokyo Marui, а значит будет полностью тюнингопригодна. Из плохих новостей винтовка не особо копийная и ложа выполнена из пластика, но с другой стороны ценник в 11 400 рублей должен сгладить эти недостатки. Других подробностей у меня пока нет, но они совсем скоро появятся, так как эта винтовка уже едет в нашу студию для обзора. ICS обновили линейку спортивных приводов Peleador 2.0. Корпус все так же выполнен из полимерных материалов, а вот внутрянка теперь как в более взрослых сериях. Во-первых, появился электронный спуск с электронным ключом и контроллером режимов огня SSS E-Trigger System. Плюсом появился прямой спусковой крючок. Во-вторых, в гирбокс установлены алюминиевые головы цилиндра и поршня. Других подробностей у меня пока нет. Еще ICS обновили линейку приводов MP5 серии. Новинки получили стальной штампованный верхний ресивер, электронику SSS Gen 2 E-Trigger System с электронным спуском и программируемыми режимами огня и спусковой крючок с коротким ходом. Судя по всему, изменения также коснулись и камеры хоп-апа. Скорее всего, она стала стандартной и больше нет проблем, которые были в первых сериях MP5 от ICS. Так это или нет, мы узнаем только если эти привода приедут в Россию. Насколько мне известно, продукция ICS совсем скоро должна появиться на российском рынке. На собственном шестом фестивале Tokyo Marui показали целых две новинки. Это ГББР АКМ и Glock 17 четвертой генерации. АКМ был показан в виде раннего прототипа. Пластиковые детали пока выполнены на 3D принтере. Корпус, судя по всему, стальной. Что именно за система стоит внутри, пока не уточняется. У Glock 17 четвертой генерации показали только внешку. Что там внутри и есть ли там усиление на затворе, пока не уточняется. В магазине Airsoft Store большая поставка от Ars Arma. Приехала одежда, бронежилеты, подсумки, боевые пояса, капы и другие изделия. Всего более 170 позиций. Все товары в наличии на складе в Москве, а это значит, что не нужно ждать пошива. Можно просто приехать и купить, ну или заказать доставку в любую точку России со склада. Судя по сайту, цены на уровне производителя или даже ниже на некоторые позиции. По словам представителя магазина, со следующей поставки планируется существенно расширить ассортимент бронежилетов. Все подробности по ссылке в описании. Moss Manufacture продолжают делиться фотками фурнитуры от АК-12. В этот раз это рукоятка. Ждем, когда они начнут продавать и остальные детали, чтобы все те, кто устал ждать АК-12 от Иандель и Arcturus, могли собрать собственный АК у себя в гараже. GBLS сообщили, что DAS АК-серия поступит в продажу уже в первой половине 2020 года и будет доступна с двумя вариантами обвеса – классический и тактический. Если ее вдруг пропустили, DAS можно грубо назвать смесью ГББР карабинов и PTW. Спусковая часть с электроникой похожа на PTW, но при этом у карабина есть подвижный затвор, как у ГББР автоматов. Ну и до этого момента GBLS сделали карабины только М-серии. Dorama Custom сделали страйкбольную реплику приклада Flux MP17. Скорее всего, это самое компактное решение, если вы хотите приделать приклад к вашему глоку. Судя по описанию, новинка подходит для Glock 17 от Tokyo Marui и его реплик с похожими габаритами. Мастерская Дайса и мастерская Бурнастый Бер освоили технологию кастомного анодирования, которая позволяет получить различные узоры на изделиях из 2, 3 и даже 5 разных цветов. При этом между цветами отсутствуют нахлесты и покрытие равномерное на всей площади изделия. Такое покрытие, конечно, стоит дороже однотонного анодирования, но позволяет получить уникальное изделие с рисунком, который второй раз один в один не повторить. Для рубрики «Находки на AliExpress» я могу предложить только реплику компактного бронежилета Ferro Concept Slickster от TMC, который находится сейчас на мне. Ссылка есть в описании. HPA System показали новый снайперский нозл для Proteus 3 с регулируемой длиной и нестандартной геометрией носика.
С помощью резьбы можно отрегулировать длину нозла под конкретную сборку без напилинга. Диапазон регулировки от стандартной длины от -1 до +3 мм. Фиксация регулировки после подгонки осуществляется локтайтом. Вторая особенность — это измененная геометрия носика, благодаря которой шар не проваливается в нозл и засовывает его глубже под резинку. По словам разработчика, за счет такого нозла на сборках со стандартными резинками AEG типа получается получить такой же минимальный вертикальный разброс, как с использованием сугра и силхопов, только без трудностей с установкой этих самых силхопов и сугрохопов. Минусы тоже есть. Это минус 5% к выхлопу, чуть более высокий ценник и дополнительные операции в начальной сборке. В магазине страйкбольной пиротехники Бабахи в честь Черной Пятницы распродажа пиротехники, трассерных насадок и пусковых устройств. Например, вот такой полный комплект ML36 на ВВД можно купить вместо 60 тысяч рублей за 45 тысяч рублей. Только один день. Успевайте. Все подробности по ссылке в описании. В некоторых азиатских магазинах появился карабин Type 89 PTW от Система. Насколько я понимаю, это все та же PTW без особых изменений, но в другом корпусе. Ценник все так же негуманный, и такой карабин без доставки обойдется в $2900. Можете плакать. Angry Gun сделали пару версий стальных сбросов затворной задержки для Tokyo Marui МВС. Стандартную и увеличенную. Ну, кнопки и кнопки. Что про них скажешь? А других новостей у меня пока нет. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, сжать вот эти все колокольчики. До скорого!